Короче, не успел я обойти все. Чувачок тут был с интересной у него пластинки, вообще некоторые лимитированные, там Offspring. У него был там вообще лимитированный, 300 штук всего. Цветной винил, короче, он мне показал цены в интернете. Некоторые он даже не знает, сколько стоили, он просто тут же смотрел, сверял с интернетом и говорил цену там, по 100 евро, типа за полтинник я тебя продам. И интересные у него пластинки были, и тогда я купил двойной винил Рамштайна, друзья. Угадайте, за сколько? За 25 евро. Он хотел 30-ку. Залез он в интернет, такой поискал. Такой, ну блин, новая. Вот тут этот чувак с крутыми пластинками. Ну, Рамштайн, конечно, я не жалею. И говорит, 30-ка. Я такой, блин, давай 25. Не. Я говорю, ну ладно, тогда я еще поищу, посмотрю, и может быть вернусь. Или говорю, давай за 25, я сейчас прямо заберу Рамштайн. Ну давай. И тогда у меня Рамштайн. Правда, я терпеть не люблю, когда на одной стороне пару песен. Ну ладно. У этих ребят шикарный выбор, но, блин, цены у них металлика 95, фертанты 6, дорого капец. За 25 новый двойной альбом Рамштайна. Это просто супер-пупер цена, друзья. Я счастлив. Юпи. Короче, наверное, не надо больше времени терять и дальше ходить, потому что я сейчас разосру все деньги, точнее весь свой бюджет, который я взял 50 евро, которые я таким трудом заработал в банке, ползая там в нее в грязи и болоте. Сейчас спущу все, поэтому надо быстрее отсюда уезжать, пока я только половину своего бюджета потратил. Там еще этот был, два двойных альбома у него было, этого Франка Цаппы. Такой шикарный альбом, который у меня когда-то был, тоже эти пластинки, потом я их продал по 25 евро. Он хотел, хорошая цена, у него явно нужно было за 20-ку его сторговать, но ладно уже. Короче, надо быстро текать, проехать еще дальше 12 километров и возвращаться обратно, и как раз будет сотка. Что надо уезжать, и дальше хожу. Зачем-то хочется увидеть все. Но вдруг бывают еще такие случаи, когда люди продают там что-то, какие-то свои, вот как этот чувак, какие-то свои там коллекции, и они готовы продать тебе за любые деньги, лишь бы избавиться от этого балласта. Бывают хорошие цены. Ну вот, блин, вот еще тоже. Вот этот чувак, до которого в прошлый раз не дошел, у него прямо хорошие цены были. Блин, гляну только одним глазком. Цены получше, конечно. Но тоже все. То есть у него Black Sabbath уже там можно за 30-35 евро купить. У того другого, который напротив, по-моему, тоже не он, кстати. Ну, еще здесь один есть крупный продавец винила. У него такие по 60 стоили. Вот еще немножко тут Beatles в ассортименте и немножко Элвиса Пресли. Сейчас заметил, вообще Рамштайн как бы, ну, люблю, но без фанатизма. Когда-то еще следил за альбомами, а потом уже только некоторые песни, некоторые вещи. Короче, только сейчас заметил, что на этом альбоме песня Deutschland, просто которая, блин, от которой у меня мурашки по коже каждый раз при каждом прослушивании, которая даже Ире нравится. Которая чужда вообще все, что я слушаю,
Ну вот дочь, он даже она слушает. Я сейчас рассмотрел, что на этом виниле есть дочь. Это вообще это сборник или это последний альбом? Это последний альбом Альты Швеллер. Именно Рамштайнов. А, нет, был еще последний. Я забыл, как он называется. Говорю шепотом, потому что болтаю по-русски. Это предпоследний, это год. Какой-то год. Там ты шасси, ни хрена себе я оторвал, блин, за 25 евро. Новенький прям. Некоторым людям, я некоторых людей пугаю, когда иду за дверью, что-то рассказываю сам себе. Получается, я же говорю на камеру, а вроде бы как сам с собой разговариваю. Не знаю, что у такого человека на уме, который говорит сам с собой. Еще заприметил пластинки, сейчас их посмотрю только и еду домой. Что кого-то побаливает. Может, за евро 5 штук еще купил бы. Текаю, потому что сейчас растрачу все деньги. Надо ехать. Кушать, обедать, таблетки пить и отдыхать. Завтра на работу. И вообще нужен план. Типа 20-25 евро за одну поездку и не больше, потому что можно просто всю зарплату оставлять легко на пластинке. Не могу поверить. 25 евро. Новое. Дальше мне надо еще 12 километров продвинуться за Росток. Ну, чисто психологически нелегко, потому что, кажется, уже миссия выполнена, пластинка куплена, километры проеханы, пора бы и домой. Дома ждет вкусненький обед. И еду дальше. И посетила меня такая мысль. Это Рамштайн, который я купил, прямо какая-то жемчужина, которую вот откопаешь что-то вот за хорошую цену и радуешься. Иной раз что-то купишь, думаешь, нахера деньги выкинул на это хламье. А иной раз что-то вот выкопаешь, выторгуешь еще нормальную цену, прямо радуешься. А я сейчас еду, а винил полностью запечатанный, типа новый-новый. И думаю, а вдруг там вообще не Рамштайн, его сам запечатал. В общем, сейчас такой план. Еду еще 12 километров, доезжаю до ровно 50. И в том месте делаю привал, съем банан и распечатаю винил. Или там действительно Рамштайн внутри, проверю. Если нет, так вернусь обратно. Он явно, этот продавец, никуда не денется еще, надеюсь, по крайней мере. Потому что будет уверен, что я буду дома это распечатывать. Хотя, с другой стороны, я мог бы быть ростокером. Ну, то есть в Ростоке жить и за 10 минут быть дома, распечатать и вернуться. Поэтому смысла нет. Ну, мало ли. В общем, я сейчас распечатаю на улице. Блин, сел аккумулятор в камере, как обычно, как-то не вовремя всегда это происходит. Ты что-то болтаешь, рассказываешь, потом цак, выключать, а она и не была включена. Блин, сейчас вот с какого момента она перестала снимать? Что я там рассказывал. В общем, последнее расскажу. Сейчас поехал я дальше, за Росток, за Фломар. Мне надо еще проехать 12 километров, чтобы было 50. Соответственно, 50 вернуться обратно. Будет 100. Но, чисто и морально, уже тяжело эти 12 проехать. Я туда-обратно 24. Потому что, кажется, уже миссия выполнена. Пластинка куплена. Километры проеханы. Будет около 80, тоже немало. А вот хочется же 100-ку. В общем, еду дальше за Росток и подумал, блин, запечатанная это. Пластинка-то запечатанная пластинка. Это двойной винил Рамштайн. Я до сих пор не могу поверить. Я купил за 25 евро двойной альбом, предпоследний альбом Рамштайна. Новый, за 25 евро. Блин, иной раз как купишь какого-то говна, и потом жалеешь, нахера ты деньги выкинул. А иной раз выторгуешь еще что-то такое классное, хорошее, актуальное. И прямо доволен собой. Прямо рад. Солнца все еще нету, но походу сейчас появится. Да, и я подумал, пластинка-то запечатанная, а вдруг там никакой не Рамштайн. Что он так согласился за 25 евро?
Он уже такой, я уже уходить. Я такой повыбирал, у него там YouTube, Offspring и этот Цапа, этот, как его, хорошие пластинки у него там были. А потом такой, блин, я ж только пришел, надо еще посмотреть. Я говорю, ну, я вывожу вот обратно, все, пойду еще посмотрю. Ну, либо давай за 25 Рамштайн сейчас прямо я возьму. И он такой, а давай. Блин, шикарный прайс. В общем, я подумал, а вдруг там не Рамштайн внутри. Я сейчас доеду до 50 километров и там сделаю привал, схаваю свой банан и распечатаю пластинки. Посмотрю, если там не Рамштайн, то вернусь, пока далеко не отъехал. И выскажу свое фи. Устрою скандал немецкий маленький. Все мои скандалы на немецком похожи на скандалы третьеклассников. Ага. По уровню агрессии и злобы. Да. В общем, на 50 километрах распечатаю винил, посмотрю, что внутри. Такой вот план, друзья. Придумал себе маршрут на в отпуск до Висмара. Ну, это как бы не новая тема, не новая история, не новый маршрут. Просто я посмотрел, шикарная дорога. Вот здесь осталось с этого места 43 километра до Висмара, всего-то навсего. То есть с дома туда-обратно получится сотка, то есть сотка 200. До Висмара где-то получится около сотки. Идеальный вариант. Мне тут еще осталось сколько? Километр до 50. Так, друзья, я подхожу к отметке в 50 километров. Та-да, та-та-да. Накачу еще 500 метров, чтобы в сумме получился 101 километр. Ну и на всякий случай наверняка. Фу, буду поворачивать обратно. Здесь пластинку распаковывать не буду. У дороги как-то не с руки. Вернусь чуток назад, километров 10. Там в лесу был неплохой местяк. Надеюсь, там комары не очень злые. Позапрошлогодние батончики. Блять, как же они по-русски-то назывались? Мерзопакостные батончики, терпеть их не могу. Они поэтому здесь задержались так долго, потому что их никто не хочет есть. Помните, это еще с советских времен, эти батончики? Каким-то идиотам это нравится, что их до сих пор выпускают. Типа, ностальжи. Как-то они у меня поперек горла встали. Я смотрю, это был город Баддаберан, по-моему. Там прямо магазины открыты, хотя сегодня воскресенье, все закрыто. Но у них там какой-то Sonderarbeitszeit или Offenzeit. В общем, там можно было бы разжиться провиантом. Но у меня шпар-программа. Я уже потратил сегодняшний бюджет. Так что буду довольствоваться 2 бананами и старыми мерзкими конфетами. Причем не жадности ради, потому что это все маркетинговые уловки, на которые народ ведется. Все эти вот спортивное питание в целом, такая хуйня. Просто пару бутербродов с маслом и сыром заменяет все это говно. И вообще не вижу смысла тратить эти деньги. Не из жадности абсолютно. Повторюсь. Просто из какого-то житейской мудрости, накопленной с годами. Так, друзья, этот шикарный местяк в лесу. Здесь сделаем сейчас распаковку и снимем эти наушники, потому что они просто вдавили в мозг очки куда-то. Алла. Сейчас одену другие. Сейчас будет переодевание наушников, друзья. Эротика. Уберите детей от экрана. Так, ну что, потеплело, я вам скажу. Конкретно. Не то чтобы потеплело, ветер все тот же, но появилось солнце. Фу, солнце, да-да-да. В этом году какие-то лютые, друзья. Это, конечно, тоже вам давно. Вроде бы терпимо.
любима. Все под наклоном. Наушники отключаем полностью. А хер здесь получится сидеть, здесь комары мне сейчас сожгут. Надо идти вон там, где солнце. Там их будет меньше. А еще и мокрый, когда это просто для них сказка. Так, вырубаем. О, вот здесь, друзья, где солнце. Тут нету комаров. Так, что нам надо? Нам надо настроить наушники, во-первых. Для этого нам надо их включить и засунуть, собственно говоря, в уши. Запихать. Потом Bluetooth врубить. Что снимаешь, что мне соединить. И вот тут, я надеюсь, я не выключу. Так. Так, здесь солнце, здесь вас не должно быть. Нахер, блять, они здесь тоже. Сука! Я вам скажу, друзья, ни хера не легко быть блогером. Это надо железные нервы. Это все, блядь, постоянно падает, отключается, разряжается, ломается. Комары кусаются. Так. Давайте подключаться. Что? Наушники Anker. Фербин. Так, уже выглядит хорошо. И что нам мешает? Чтобы Фербин был. Так, ну ладно. В общем говоря, собственно говоря, давайте разберемся с упаковкой. Мы здесь для этого. Из банана. А потом будем подключать наушники, правильно? Так, наушники соединяются пока. Достаю свою жемчужину. Вот так вот хорошо. И у меня все никогда не обламывался винил. Наушники Anker. Соединяемся. Ну и, собственно говоря, блин, надо вот так аккуратно вот здесь вот спереди, потому что я хочу вести все еще в фолье. Блин, вряд ли получится. Потому что спина потеет, и у меня весь рюкзак мокрый от пота. И я не хотел бы, чтобы пластинка тоже промокла. Я точно смогу потом за себя вся свиниться пихнуть. Вот я всегда спрашиваю, зачем тебе ноготь на мизинце? А вот зачем. Что не хотят эти наушники соединяться. Блин, там просто там плакаты. Там просто какие-то бомбы, ракеты, фейерверки. Ман. И это все за 25 евро. Вот этот чувачок, конечно, ему деньги нужны были, видимо. Вот сколько я собираю пластинки, такой удачной покупки у меня еще не было. Так что наушники не хотят подсоединяться. Crazy. Я его буду держать в целлофане в кульке.
Ну и, собственно говоря, виновник Рождества. Тиль Линдеманн. Вот это я сегодня съездил, а? И сотку накачу. Я в этом году еще, это будет первая сотня километров. Ну, сотка за раз. Будет моя первая сотка в этом году. И сотку накачу. И диск офигенный, ботинки офигенные купил. Погода даже уже хорошая. Ферданка шасси. Что происходит? Какие-то веки. Все. Удачно. О, наушники закрылись. Удачно срослось. Диск прямо, винил прямо тяжелый. Прямо вот. Он просто, друзья, новый. Вот он, знаете, такое слово новый. Он пахнет новьем. Распаковка винила в лесу. Вы когда-то видели вообще? Неужели я не заслужил лайчок маленький? Распаковка винила Рамштайна в лесу. Да? Часто вы такое видели в YouTube, а? Я нет. Не, ну конечно, лайк не ставьте лишь. Разбогатели, сознаюсь. Как вы потом будете с этим жить? C und D. Это были стороны А, Б. И теперь C und D. Единственное, что я не люблю, когда по две песни на одной стороне. Надо постоянно переворачивать. Но, блин, это того стоит. Распаковочка в лесу. Если сейчас кто-то будет мимо проезжать, подумают, что я сумасшедший. Или что я эти пластинки украл. И сижу в лесу, рассматриваю добычу. Хотя это так и есть. Моя добыча. Ну, это выглядит, конечно, странно. Я бы очень удивился, если какой-то чувак сидел в лесу и рассматривал пластинки. И еще и на камеру что-то болтал. Камеру же никто не видит, еще и сам с собой разговаривает. Родненький. А я счастлив просто. Так, мне еще до дома осталось сколько? 40 километров. Меня уже комары искусали. Все, друзья, это был велотур. 100 километров, лето 24 года. Алекс Титанов с вами, который ездил эти 100 километров на велосипеде за вот таким вот на блошиный рынок. Купил вот такой вот шикарный двойной альбом Рамштайн. Не спрашивайте меня, как он называется, потому что я думаю, что он называется Deutschland. Скорее всего. Шесть принтов. Art Prints. 2 LP и 6 Prints. Heavy White Vinyl. Не знаю, что это значит. Heavy White Vinyl. Оформление просто бомбезное. Берлин. В общем, это вся немецкая история. Хотя написано Mother of the Evening. Интересно, какой тираж у него? Ну, думаю, не маленький. Все, пакую. Пакую, друзья. Осторожно, аккуратно. Сложить.
грибочки съесть. Банан. Комары меня заедают. Включить музыку в этих наушниках. И поехать дальше. Конечно же, ничего не играю. Это вроде как соединено. О, заиграли. Да, не думаю. А ладно. Говорит, чувак остановился. Еще надо покривляться немножко на камеру, что-то там за превьюшки с пластинкой. Я так когда-то, когда учился в техникуме, в 90-м году это было, когда Цой погиб, я купил его черный альбом, тоже на таком вот, на книжном рынке в Одессе. И купил я его там между парами как-то на учебе. И вот я целый день с этим черным альбомом носился по парам, отсидел там целый день на парах в техникуме. Потом пришел домой, и как обычно мы тусовались возле подъезда, сидел и подкидывал этот диск, ну, винил, пластинку винил черного альбома, там, двойной диск, два там винила, и, блядь, уронил тут на бетон, и там кусок такой откололся. Катастрофа, это была катастрофа, это для меня был самый жуткий день, я его до сих пор помню, через 30 лет, через 35. Потом всю жизнь слушал эти пластинки без вот этих нескольких песен, уже не помню, какие там песни отсутствовали. Потому что больше на новые пластинки у меня, разумеется, больше денег не было. Я не знаю, откуда я те взял. Тогда были времена сложные, блин. Денег тогда не было от слова совсем. Плюс, что для меня значил вообще Цой. Это как был для меня божество.
я купил пластинки новые на вертушку, которая у меня была, которую я слушаю через бобинный магнитофон, потому что у меня не было усилителя, там такой был тихий звук. И этот черный альбом, это был нахуя? Я его спрашиваю, вот нахера стоять и подкидывать? Это, мне кажется, говорит все обо мне, как о человеке. Стоять и подкидывать новую пластинку просто и ловить ее, и потом не споймать. Феррюк. Идиот, что тут скажешь. Все, друзья, пьем водички. Едем домой. Хватит. Ехал 70 километров, самочувствие шикарное, друзья. Катится легко, несмотря на то, что ветрено. 20 километров в час сегодня ветер, напоминаю. Ну, терпимо. 70 прямо на изи. О, сейчас вот уже солнце вышло, уже разделся, снял кепку, снял кофту. Вроде бы снимать да болтать, пока солнце светит. А я уже все рассказал. Добавить больше нечего. Еду домой, 70 проехал, еще 30. Сейчас уже Росток проеду. Остановлюсь попить, подъесть конфет. Ветер вот сюда по дереву. Только что прямо так дерево наглядно демонстрировал. Ну это тоже вон, ветрено, но это какой-то боковой ветер с ОСЗ, с моря, поэтому он как бы вот сейчас вот встречный, сейчас еще горка пойдет, встречный вместе с горкой, это просто шикарное сочетание. Мои любимые туннели, юпи! Снятно? Как вы говорите, Kia для велосипедистов. Вот. С начинкой. Да камон. Вот эти шоколадные пасхальные яички. Еще с Пасхи. Мега. Поставщик углеводов. Просто бомба. Кися вышел на связь. Главное, что не обижается, что он целый день уехал. Это была проверка. Или не скучно ей дома там. Сама.
Место до дома ровно 20 километров, Карлсхоф. Состояние нормальное, полет нормальный. Ноги вообще на изи не чувствую. Ну, в смысле, никакой крепатуры, никаких напрягов. Задницу терпимо, на удивление. Прямо терпимо, нормально. Руки, плечи, вот. Руки, плечи, спина. Да нет, спина нормальная. Вот руки, плечи вот, больше всего. А так, последние 20 километров. Нормально удивлен. 80 проехал. Чувствую себя хорошо. Средняя скорость получится так себе. Опять поднялся ветер. Опять я утеплился. Опять холодина. Ветер пуще прежнего. Короче, до этого была средняя скорость 18 км в час. Чувствую, с таким ветром это будет в результате в лучшем случае 16. Красавчики. Чтобы Абштанд держали от этого велосипедиста. Велосипедистки, кто это? Кто это вообще? Подросток какой-то вообще. Эй, друзья, сотка, 100 километров. Первая сотка в этом году. Было ли это тяжело? Ну, скажем так, не так, чтобы прямо на изи легко. Уже сейчас под конец подустал. Все, уже приехал, тут остался буквально полкилометра, километр до дома. Но на этом велосипеде сделать 200 это архи сложно. Я даже не знаю, как я делал 150. Это не просто нифига. По крайней мере, должна быть идеальная погода, идеальный штиль. С таким ветром я сегодня удержал скорость за 18 км в час. И это неплохо довольно-таки, я доволен. С таким ветрищем на таком велосипеде 18. Хороший результат. Все, друзья, я уже приехал домой. Вот мой дом. Подписывайтесь. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Мотивируйтесь и развивайтесь. Всем мир, друзья. Пока-пока. Кися, Халёхин, Кися, быстрее беги сюда. Сейчас вообще такое тебе расскажу. Ты, Кися, ты где? Кися, быстрее беги сюда, сейчас тебе расскажу такое. Ты не поверишь, что я купил. Не поверишь, сколько я, во-первых, проехал. 101 километр, на секундочку, да. Я понимаю, ты в шоке, удивлена. Но мало того, я еще купил пластинку. Ты в жизнь не догадаешься, какую. Рамштайн, Кися, Рамштайн. И знаешь, какой альбом? Последний, предпоследний, новый. На котором песня Deutschland, твоя любимая, понимаешь? Я говорю, я такой, блин, это Ирусина любимая песня. Заверните, понимаешь? Все, смотри. Сейчас я прохожу туда и включаю навье. Ты такого еще не видела просто. Я сам в шоке, короче, сам шокирован. Это какое-то безумие, потому что, Кися, я ничего не вижу без очков. Где эта кнопка фона ты? Вот, да, смотри, нажимаю кнопку фона и достаю. Ты офигеешь, навьёв, смотри, песня Deutschland. Смотри, вот такие вот постеры прямо, 8 штук, 6, то есть 2 пластинки я выторговал просто за смешные деньги. Ты будешь смеяться вообще, когда узнаешь. Ну ладно, тебе не буду рассказывать, потому что тебе это не интересно. Поэтому начну с самого главного, с песни Deutschland. Смотри, здесь опять постеры. Опять постеры.
Смотри, это сторона А и Б. Навехонько, смотри, Рамштайн. Никогда не был пластинок Рамштайн. А это просто еще и дочь Кисера. Еще и новая. Смотри, я нажимаю старт, и сейчас будет магия. Магия. Нажми на стоп. Песню, и на всякий случай надо сделать 2 отдельных. Ты швед. 101 километр, Кися. Я все еще фит и фриш. Другой тут вообще. Все, друзья, подписывайтесь. Пока-пока. Скорость 45-я на этих пластинках. А я думаю, что такая непривычный звук. А там стояло же у меня 33, а вот как должно быть на 45-й.